Приветствую вас на своем канале, а в этом видео я расскажу, как правильно сделать компрессы из картофеля на грудную клетку и на спинку, чтобы прогреть ребеночка при кашле. Итак, что нам потребуется? Мы берем небольшую кастрюльку, буквально 3 картофельные нам хватит на компресс на грудную клетку и на спинку. Заливаем это водой, закрываем крышкой и ставим на огонь вариться. Время варки картофеля примерно 15 минут. У нас нет особо задачи сварить его прям полностью, но так, чтобы его можно было хорошенечко потолочь и было достаточно мягким. Пока варится картофель, подготовим необходимое оснащение. Нам потребуется пергаментная бумага, которую мы нарежем небольшими квадратами. Также нам потребуются небольшие целлофановые пакетики, в которые мы как раз-таки наш компресс поместим. Ложечку подготовила, толкачик, чтобы картофель потолочь. Ну и пеленочки какие-нибудь удобные. Вот есть такие вот мешочки, в которые мы поместим потом наш компрессик, либо просто обычная тепленькая или даже легкая пеленка. Итак, я в предыдущем видео рассказывала о том, для чего сделать такой компресс, когда у ребенка нету температуры, но есть весьма сильный кашель, который может уже перерастать в бронхиты, не дай бог в пневмонию, то именно такой кашель мы лечим компресс из картофеля. Картофель у нас сварился, нам необходимо его потолочь. Далее я подготовила вот такие вот небольшие квадратики пергаментной бумаги. На серединку мы накладываем буквально 1,5-2 ложечки столовые картофеля и закрываем квадратиком. Вот такой вот у нас компрессик готов. Помещаем его в пакетик целлофановый. Или вот в подобный мешочек, этого будет достаточно. Вот так вот закрываем и прикладываем на грудку и на спинку ребеночка. У нас нету задачи ребенка перегреть. Важно, чтобы просто грудной клетки и спинки было тепленько, вот с таким вот компрессом. Если у вас нету такого пакетика, можно взять обычную пеленку в один слой и вот так вот пеленочку складываем и прикладываем к спинке и груди ребеночка. Вот такой компресс из картофеля у нас готов.